Британское образование считается лучшим в мире. Итон, Хэроу, Кембридж, Оксфорд — это все бренды, это синоним успеха, элиты. Родители со всего мира стремятся, чтобы их дети учились в Великобритании, и состоятельные семьи из России, из Ближнего Востока, из Китая платят просто десятки тысяч фунтов в год, чтобы дети учились здесь в частных школах. До 2022 года, кстати, около 2500 детей с российскими паспортами учились в частных школах, и многие из них были детьми олигархов. Но доступна ли эта система обычным людям? Когда я только переехала, мне говорили, что моя дочь никогда не получит здесь нормального образования. И сегодня мы с вами попробуем разобраться, так ли это. Почему 20 премьер-министров Великобритании закончили одну и ту же школу? Почему принцесса Диана настояла на обучении своего сына, будущего короля, принца Уильяма, в Итоне? Кто отдает своих детей в 8 лет в школу с полным проживанием и зачем? И можно ли обычному человеку взломать систему и стать частью британской элиты? Начнем с базы, с того, как устроена британская школьная система, потому что отличия от России и Европы есть, и многие иммигранты узнают об этом уже после переезда. Дети идут в школу с 4 лет, не в детский сад, именно в школу. Reception – это уже 1 класс. И это важный момент. С раннего возраста детям показывают, что такое коллектив, самостоятельность и процесс обучения. Домашних заданий в начальной школе действительно почти нет. Это не миф и не слабость системы, это сознательная политика. Считается, что в младшем возрасте важнее игра, социализация, любопытство, и домашние нагрузки лучше вообще избегать. В школе, где учится моя дочь, говорят так: основная цель начальной школы — научить детей учиться и привить им любовь к этому процессу. В старшей школе, конечно, все меняется, и задания уже появляются. Теперь главный нюанс. В Великобритании существует 2 параллельных мира. Мир государственных и мир частных школ. Государственные школы в Великобритании бесплатные, и по статистике в них учатся 94% вообще всех детей. Но качество образования разное и очень-очень сильно зависит от района. Хорошая государственная школа в Ричмонде — это не то же самое, что государственная школа, допустим, в Хаунслоу. Я недавно как раз снимала видео про то, почему район — это часто твой приговор в Лондоне. Если интересно, посмотрите. Со школами все работает на самом деле примерно так же, как и с районами. Особый случай – Grammar Schools. Это государственные школы с особым отбором. Чтобы попасть в них, в 11 лет ребенок сдает экзамен. Прошел, попадаешь в академически сильную среду совершенно бесплатно. Теоретически это идеальный вариант, потому что уровень частной школы ты получаешь по цене государственной. Многие семьи специально переезжают в районы, где есть Grammar Schools, и цены на жилье там выше. Но вот в чем парадокс. Формально экзамен для всех одинаковый, у всех есть шанс. Но, конечно, больше возможностей у тех, у кого были репетиторы, которые стоят 50 фунтов в час. То есть, по идее, система должна давать шанс всем, но и тут она разворачивается в сторону тех, у кого есть деньги и возможности. И мы с вами еще сегодня не раз с этим столкнемся. И, наконец, частные школы. Платные, независимые от государства. Стоимость от 15 до 63 тысяч фунтов в год. Сюда ходят всего 6% всех детей, и именно эти 6% занимают треть мест в Оксфорде и 75% позиций старших судей и больше половины топ-менеджеров крупнейших банков. Что происходит после школы? Дети сдают первые экзамены в 16 лет и дальше либо учатся еще 2 года, сдают A-Levels и в 18 поступают в университет, либо же сдают другой экзамен и идут работать или в колледж по специальности. Именно A-Levels определяют поступление в университет. Но сейчас, кстати, университеты немножечко изменили свой подход, и если они видят очень высокие результаты людей из обычной школы, а не из Итона, то это считается даже как более крутое достижение. Так система пытается уравновесить вообще ситуацию, которая сейчас сложилась. Одна из самых загадочных частей британской системы – boarding schools. Это такие школы-интернаты, где дети живут с 8-9 лет. Они не приходят домой после уроков, а буквально живут там по 5 дней в неделю, а иногда и больше. Для большинства из нас это звучит довольно странно. Зачем отдавать ребенка в 8 лет куда-то и практически его не видеть? Но для определенной части британского общества это норма, которую даже не обсуждают. Так делали их отцы, деды, прадеды, вот такая традиция. Что дает это закрытая boarding school с проживанием? Теоретически
дисциплину, структуру, самостоятельность, академическую среду. Но самое главное, это, конечно, одноклассники и учителя. И с очень высокой долей вероятности твои одноклассники из крутой частной школы будут занимать очень высокие посты в банках, в правительстве, в госучреждениях, в судах. И это как бы не преувеличение, не надежда, это статистика. Но часто у таких школ есть обратная сторона медали. Я наткнулась на пост одной женщины, которая побывала на туре в хоровой школе при Вестминстерском аббатстве. Она описала классы как комнатки по 10 метров без нормального освещения, дворик был с искусственным газоном и сеткой сверху, двухъярусные кровати в общей комнате без личного пространства. И она написала, что все это выглядело как детский дом. При этом школа стоит несколько тысяч фунтов за триместр и отдают в нее детей ради одной цели – получить стипендию в следующую школу, например, в тот же Итон. Система, которая должна открывать двери, требует от детей заплатить очень высокую цену, иногда буквально заплатить своим детством. Но, конечно, есть boarding schools совершенно другого уровня, и вот о них сейчас мы и поговорим. Ну а пока попрошу вас поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и подписаться на канал. Здесь я снимаю про Великобританию, про жизнь в эмиграции и выпускаю видео каждые выходные. Ну что, мы с вами у одной из самых знаменитых школ в мире. Это Итон колледж, и он основан 600 лет назад, в 1440 году, Генрихом VI. И когда я об этом думаю, честно говоря, у меня бегут мурашки, потому что я впечатляюсь такой стариной. Туда берут только мальчиков, стоимость обучения 63 тысячи фунтов в год, и это больше средней британской зарплаты за год. Причем это только базовая цена, без всяких там дополнительных кружков, поездок и так далее. Есть вторая настолько же знаменитая школа, это Harrow, она тоже только для мальчиков, тоже работает как и Итон в режиме boarding, то есть дети там учатся и живут. Harrow заканчивал, например, Уинстон Черчилль и Байрон, и еще несколько премьер-министров Индии, когда Индия была еще колонией Великобритании. А вот список выпускников Итона, он вообще очень впечатляет. Там 20 премьер-министров Великобритании, например, Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон. Также Итон заканчивали принц Уильям, принц Гарри. Из актеров известных, например, Эдди Редмейн и Том Хиддлстон. А еще выпускником Итона является, например, экономист Джон Кейнс и Джордж Оруэлл, который написал «Антиутопию 1984». Вот интересно, что он эту систему всю прошел и потом всю жизнь фактически ее критиковал. История про принцессу Диану, которую я вам обещала в начале. До ее детей никакие монархи не ходили в Итон. Например, Карл III, действующий король Великобритании, он учился в шотландской школе с довольно суровыми правилами. Его туда отправил принц Филипп, его отец. Цель была воспитать такой мужской характер в нем. Елизавета II вместе со своей сестрой, принцессой Маргарет, они были вообще на домашнем обучении в Букингемском дворце. И вот Диана, она все изменила. Она настояла на том, чтобы принц Гарри и принц Уильям попали и пошли именно в Итон. Почему? Во-первых, потому что там ее отец учился и брат. Во-вторых, она очень хотела дать им именно аристократическое воспитание, а не королевское. Кстати, Итон находится вообще рядом с Виндзорским замком. Это вообще официальная резиденция монархов. И в сериале «Корона» есть такой эпизод, где принц Уильям учится в Итоне и на чай приходит к своей бабушке в замок. Это был осознанный выбор Дианы поменять систему воспитания, и вот так Уильям стал первым будущим монархом, который прошел через публичную школьную систему. Что же такого дает Итон? А дает он 3 вещи, которые не купишь на самом деле ни за какие деньги. И самое первое — это подготовку к интервью в Оксфорде и Кембридже. Подготовку даже не в плане знаний, а в плане того, как себя держать, как отвечать на вопросы, о чем заводить разговор, о чем не заводить. Короче говоря, правильно себя вести, чтобы считываться как человек upper класса. Второе — это акцент. Тот самый received pronunciation, мы про это говорили с вами в видео про классы, я его здесь оставлю. И через такой акцент, опять же, ты скорее станешь своим. Итон такой акцент прямо ставит. Третье и самое главное — это одноклассники и связи. Вот представьте себе, что мальчик, который с вами учился, он станет премьер-министром или министром финансов. Согласитесь, что такую связь ты через LinkedIn не установишь. И это связь с детства, которая формируется через общую спальню, через общее поле для крикета. То есть это намного более глубокая даже связь, которая сформируется у вас во взрослом возрасте.
И вот в чем парадокс. Двери в Итон и даже в Оксфорд и Кембридж формально открыты. Подавай документы, проходи испытания. Но по факту фора всегда у того, у кого есть многолетняя подготовка, нужный акцент с рождения. И вообще есть отец, который учился здесь вместе с будущим каким-нибудь министром. И это не заговор, это просто очень хорошо работающий уже в течение 600 лет механизм, который уже просто по инерции сам себя воспроизводит. И раз мы заговорили про Итон и Хэроу, возникает вопрос, а девочки-то где учатся? Ведь обе эти крутые школы только для мальчишек. И вот тут интересный момент. Полного аналога Итона для девочек не существует. И причина простая. Девочек начали нормально обучать на несколько столетий позже. Исследования нам говорят, что девочки в однополых школах в 2,5 раза чаще выбирают физику, математику как основные свои предметы, потому что нет вот этих гендерных стереотипов. Но наука нам в целом однозначного ответа не дает, хорошо сказывается разделение по принципу пола или нет. Глобально хорошие результаты дают хорошие школы, а не школы чисто для девочек или чисто для мальчиков. Кстати, в мире раздельное обучение — это вообще большая редкость. В США, например, этого нет, оно почти исчезло. В Германии тоже уже сходит на нет, в России. Это такая чисто британская особенность, которая держится на традиции и на репутации конкретных школ. Теперь, наверное, самый главный вопрос, который мне лично очень часто задают: а стоит ли вообще ехать в Великобританию, если цель — образование детей? Давайте честно, если вы хотите попасть в Итон или в Хэроу, то нужно готовить 63 тысячи фунтов в год, нужно очень серьезно готовиться к поступлению, чтобы уже в 10 лет ребенок поступал. И это очень большое количество средств, времени, и для многих людей это нереалистичный план. Но что реалистично? Можно попасть в хорошую школу с классным рейтингом в хорошем районе Лондона, и уровень образования там будет очень высоким. Принимают детей даже без знаний вообще английского языка. Есть специальные программы внутри школы, которые помогают этот язык подтягивать тем детям, которые находятся на другом уровне по сравнению с своими сверстниками. Ну и вообще, на самом деле, дети языку учатся очень быстро, особенно когда они погружены в среду. Здесь волноваться на самом деле не стоит. Дети очень адаптивны, я это вижу по своему ребенку, которая жила в России, потом приехала в Германию, теперь учится в Лондоне. В принципе, все у нее сейчас нормально с адаптацией, ей 8 лет, если что. Но что я очень часто слышу, особенно от русскоязычных мигрантов, что якобы в Великобритании вообще уровень образования не очень. Давайте расскажу, почему так может казаться. Я думаю, что здесь речь про столкновение двух совершенно разных мировоззрений и точек зрения на сам процесс образования. И точки эти я бы назвала постсоветская манера и европейская. Британия — это очень индивидуалистичное общество. Мы об этом много очень с вами говорили. Видео про классы, видео про выбор страны для переезда. И это очень сказывается в том числе в системе образования. Здесь никто не бегает за детьми с криками, что «давай, учи, ты, не дай бог, не сдашь ЕГЭ, наша школа упадет в рейтинге». Ну, так было у меня, я про свой опыт говорю, я училась в Москве. Никто не ставит оценки во главу угла, не стимулирует какую-то борьбу и конкуренцию между детьми. Оценок в начальных классах нет вообще. Нет публичного сравнения, кто лучше, кто хуже. И это, в принципе, видно даже на родительских собраниях. У нас родительские собрания не проходят так, как они проходили, допустим, в моей школе, где родителей буквально отчитывали за их детей. Здесь все обсуждения детей и их успеваемости происходят индивидуально, где присутствует ребенок, родитель и учитель. Цель всего процесса обучения, как ни странно, научить ребенка учиться, научить его этому процессу познания, сомневаться, задавать вопросы, формировать свое мнение, искать информацию, сопоставлять, сравнивать. Не вызубрить, сдать и забыть, а сделать какие-то свои собственные выводы. И вся ответственность за учебу здесь переложена на ребенка и родителя. Станешь ты дворником или нет, это сугубо твое дело, никто к тебе не лезет, делай, что хочешь. Вот очень не случайно в Оксфорд, в Кембридж поступают
через интервью личное, через собеседование и через эссе. Здесь очень важно, какую вообще из себя человек, ребенок, молодой человек представляет личность, в каких проектах он участвовал, что ему интересно, какое у него мнение вообще сложилось об окружающем мире к его возрасту. И знание дат уже в этой системе не совсем в приоритете. Для тех, кто вырос в русскоязычной системе, это может ощущаться как такая расслабленность излишняя, халатность. Но на самом деле это просто другой подход. И к такому, конечно, нужно быть готовыми. Я дам, наверное, один практический совет. Качество школ очень разное, это правда. Бывают плохие школы в Великобритании. Можно ориентироваться, допустим, на рейтинг Ofsted. Это государственная такая инспекция, которая инспектирует каждую школу и составляет рейтинг. Можно как раз, прежде чем выбрать район и школу, посмотреть этот рейтинг и сходить на дни открытых дверей. Британские университеты, такие как Оксфорд, Кембридж, Imperial College, это вообще отдельная история. Они регулярно входят в топ-10 в мире, и, конечно, такие дипломы открывают очень многие двери. При этом хорошая государственная школа в Лондоне — это, в принципе, реалистичный путь туда. Так что если говорить о том, а можно ли взломать эту систему британской аристократии и проникнуть в нее, это реально, да. Сейчас, например, в Итоне из 1300 учеников 247 получают стипендию, и 99 учатся вообще бесплатно. Средняя скидка 71% от стоимости. Но, как говорится, есть нюанс. Есть еще такая штука, как contextual admissions. Они сейчас набирают популярность. Есть университеты, в которых смотрят на то, в какой школе ты учился. Если ты получил очень высокие результаты, баллы в обычной школе, такой вариант даже выше ценится, чем результат из Итона. Система сложная, местами несправедливая, но я не могу сказать, что она на 100% закрытая, особенно если ты знаешь правила игры. Друзья, кстати, если я нравлюсь вам как рассказчик, то приглашаю вас провести со мной арт-выходной в Лондоне, в Ричмонде. Я расскажу об истории района, мы зайдем в Хэм-хаус, где снимались Бриджертоны, мы проведем арт-практику, увидим великолепный вид на Темзу, который писал Уильям Тернер, ну и завершим прекрасный день в чудесной компании в пабе. Ссылку для записи я оставляю в описании и в закрепленном комментарии под видео. Так правда ли, что в Великобритании лучшее образование в мире? Я думаю, что правильный ответ такой. Да, одно из лучших, но при этом система доступа к нему одна из самых сложных. Итон и Хэроу производят элиту, и не потому, что там очень сильные знания и преподаватели, а потому что там просто ставят правильный акцент, и ты можешь получить связи. Государственные школы дают просто хорошее образование, оно другое, с другими возможностями. И если вы приезжаете с детьми, то к этому нужно быть готовым. Когда мне говорили, что мой ребенок здесь нормального образования не получит, я думаю, что люди имели в виду то, что она никогда не попадет в Итон. Но она по-любому не попадет, потому что она девочка. Итон, конечно, производит. Просто «Жигуль» проехал. Итон, конечно, производит премьер-министров, но в то же самое время он производит людей, которые как бы находятся постоянно в закрытом клубе, и всех остальных часто воспринимают как чужих. Джордж Оруэлл, как я и говорила, окончил Итон. Он написал 1984, написал «Скотный двор», и все эти книги на самом деле о том, как власть угнетает обычных людей. Парадоксально, что эта система воспитала своего главного критика. Расскажите в комментариях, как вы относитесь к британскому образованию. Если ваши дети учатся здесь, как вам система? Но если вы живете в какой-то другой стране, давайте посравниваем, как у вас все устроено. Благодарю за просмотр. До новых видео. Пока.